Друзья, привет! Канал «Отдых на рыбалке». Середина сентября. Река Волга. Что-то там есть. Шнурочек, клювочка. Поклевочка. Поклевочка. Вывела. Ребят, не поверите. На первом же забросе. Опа. Опа. Убежала. Друзья, привет! Канал «Отдых на рыбалке». Середина сентября. Река Волга. Прекрасная летняя погода, можно сказать. На улице 20 градусов тепла, бабье лето. Приехал я половить на спиннинг, в забродку. Будет ходовая рыбалочка. Приглашаю вас провести со мной денек прекрасным бабьим летом на прекрасной русской реке Волга, половить на спиннинг, в забродочку. Ну а что из этого получится, вы все увидите. Погнали! Как вы видите, Волга здесь мелкая, трава вдоль берега. И, соответственно, нам для рыбалочки понадобятся вот такие штаны забродные. Кстати, очень прикольные неопреновые штаны. Я как-то по скидке по распродаже купил, торфиновские. 1002 или 2500 стоили. В них зато тепло. Сейчас вода где-то порядка 13 градусов. Вот, соответственно, на них будет тепло, уютно. Они очень жесткие, хорошо облегают форму тела. Вот. Единственный нюанс в них — это они очень долго сохнут. Соответственно, чтобы их высушить, надо домой обязательно заносить, сушить. И тогда можно не переживать, что с ними что-то случится. Катушечка. Кстати, прикольная сумочка для катушечек. 6 катушек улезают. Самый большой размер 5000. Это у меня там и на фидеры, и на спиннинге я беру с собой. Просто и у меня как бы все с собой есть. На все случаи жизни. Немножечко воблерочков. Всяких разных, не знаю, что с собой возьму. Наверное, одну коробочку, чтобы не таскать тяжести. Ну и, соответственно, рюкзачок на себя и перекусить. И вперед! Ну вот, друзья, мы собрались. Вот так, кстати, выглядит костюм. Кому интересно. Очень прикольно. Поднялся я метров 500 вверх по течению пешочком. И сейчас буду так, зайду и вдоль берега метров 500 пройду. Как раз где-то время обеда будет до машины. Перекушу и можно будет дальше идти. Вот, поставил для начала Ready Guts. Сегодня были весьегонские. Ой, сегодня в этом году были весьегонские. Он себя очень хорошо показал. Ну, посмотрим, как он покажет себя здесь. Ну что, поехали. В общем, ребят, ситуация такова. В этом году вода на Волге очень маленькая. Катастрофично маленькая, скажем так. Смотрите, насколько я захожу от берега. Сколько тут, я не знаю, метров 30. Вот. Попробовал Ready Guts. Он заглубляется, сколько там, метр. Вот туда дальше кидаешь, буквально 5-10 метров проводишь, и он начинает цепляться. То есть везде там сплошная трава под водой. Вот, так что попробовал сейчас Ready Guts поменять. Такой Angel как-то Republic он называется, по-моему. Лопаточка поменьше, и заглубление у нее до 1 метра точно. Вот, попробую вот так. Ну, печалька, если честно. Не будешь же на поверхностные воблеры ловить
осенью. Ладно, что ж, будем дальше пробовать. Течение хотя сильное. Здесь вообще перекат. И обычно, вот где я сейчас стою, где вот эта вот тина заканчивалась, все, дальше была глубинка, уже зацепов не было, было чистое место, плесик такой. И вот здесь отлично вообще. Окунь держался, щучка, судачок выходил. А сейчас все заросшее. Ну, не знаю. Ну, вот этот воблер прошел, кстати, хочу сказать. Ну, попробуем. Может, он что-нибудь выманит. Фух, друзья, ну что сказать. Пока просто печалька. Смотрите, что творится. Все заросло. Кошмар. Все, вот. И вот она здесь, ее не видно, и вот она бурлит туда дальше. Кидаешь, 1-2 метра проводишь и в тину. Да, с Волгой стало, конечно, беда. Раньше можно было в забродниках зайти за краешек, вот здесь, грубо говоря, тинки. И дальше кидаешь, там же чистое место. Или вдоль травки водишь. И можно было ловить щучка, там окунь, голавлик, судачок изредка. А сейчас, ну, если только совсем поверхностное что-то ставить, но я смысла не вижу. Да и то вон она по самый верх. Да, печаль. Ладно, пойдем посмотрим туда, вниз. Сейчас вот где камушки, там коса. И за ней, может быть, остались приямки чистые. Ну что, друзья, прошел этот перекатик типа. Да, в итоге очень все печально. Все заросшее. Просто капитально. Нигде не пробрасывается. Везде зацепы, трава сплошняком. Наполовину реки. И в итоге вот здесь уже в конце выход с переката. Там такая каменная гряда. Раньше была вообще чистая. Сейчас, к сожалению, на ней тоже есть кустики. Но вот там была очень хорошая поклевка. Прям отдай спиннинг. Не знаю уж кто, но, к сожалению, не засеклось. Раньше, по крайней мере, когда там все чисто было, мы сюда выходили специально судака ловить. Ближе к ночи он сюда выходил, где-то там глубже. И вот он с глубины поднимался на мель. И вот там хорошо клевал. Но здесь прям такая жесткая поклевка. Но это точно не щука, либо судак, хотя вряд ли белым днем, либо голавль. Хороший. Ну, голавлики мелкие плюхают по всему перекату. Мелочь. Крупного плеска ни одного не слышал. А мелочь плюхает. То есть рыбка мелкая, по крайней мере, есть. Крупная визуально пока не видно. Ну, вот одна хорошая поклевочка. Все, я уже дошел до машины, решил перекусить. Так, плюшечками немножко. И вот там вот туча идет, меня смущает. Прям четко на меня вообще. Вроде дождь сегодня не обещали, но кто его знает. В общем, перекушу. Посмотрю, что за туча такая. Если все нормально, то пойдем туда дальше. Там, правда, тоже, я смотрю, все заросшее. Не знаю, может быть, действительно что-то поверхностное достать и пробовать. Поверхностным. Ладно, приятного аппетита. Буду я перекусывать. Друзья, ну, наконец-то поклевочка. Кто-то там есть. Кто тут прицепился? Шнурочек. Шнурочек маленький. Ну, мелочь, как говорится, а приятно. Вот такой вот шнурочек. Ну ладно, зацепился легко, сейчас мы его отпустим. Не хочет отцепляться.
Ну, хоть... Оп, гуляй. Ну, хоть кто-то порадовал. Может быть, не все так печально. Но опять же таки, я вот прошел вот перекат. Здесь вот мель идет. Вообще мель. Там под берегом яма. Метра, наверное, 3. Угу. И выход на мель. Вот там она и взяла. Я вот пытаюсь до тут дойти, но что-то, похоже, не получится. Этот переход с ямы на мель, не знаю, получится. Если у меня до тут дойти и кидать на середину, то будет хорошо. Ну вот, где-то тютелька в тютельку по глубине. Просто если я сейчас туда перейду, то можно так вдоль этой ямы идти и там потом выйти на берег. Но боюсь, что, к сожалению, здесь перейти не удастся. Придется идти по берегу, там где-то заходить. Ну ладно, хоть щучка порадовала. Юзурик сработал. В общем, смог я перейти на эту косу, но, к сожалению, вот прошел вот до тех кустиков, и все, и за ними глубина, не пройти. Ну, назад возвращаться тоже там непроходная, да и подниматься по течению, ой, против течения тяжело. Да, раньше было, если найдешь проходик на эту косу перебраться, то потом уже по ней идешь вон туда до конца. Теперь вот я только не знаю, как назад мне вернуться. Вот вроде бы нащупал тропинку. Да, изменилось. Ну все, слава богу, вышел. Даже не знаю, что теперь делать. Ну ладно, пойду туда вниз дальше. Вон там уже вообще целая коса на пол Волги выросла из травы. Пойду посмотрю, что там произошло. Потому что раньше такой косы там не было. Ладно, фух, помучился маленько. Жалко, что зря. Идем дальше. Друзья, сошла. Прям вот первый же заброс. Вышел на берег, первый же заброс. Сход. Я что-то не был готов, так расслабленно вел. Что-то такое беленькое. Даже не знаю, щучка это или что. Может быть, даже голавлик. Что-то белым пузом так блеснуло. Жалко. Ну ладно, по крайней мере, кто-то еще поклевывает. В принципе, еще не вечер, еще время-то за обед где-то. Я часы с собой не взял. Так, по солнцу ориентируюсь. Идем дальше. Я все-таки надеюсь, что хоть одну съедобную рыбку мы поймаем домой на ужин. Друзья, еще поклевочка. Опа. Еще поклевочка. В тимку завела. Эп. Щучка. Щучка. Опа, какая шустрая. Маленькая. Снова маленькая. Ай, красавица. Сейчас, подожди, отцеплю. Сюда. Оп, беги. Фью, шнурок. Прикольно, смотрите. 4 заброса, 2 поклевки. Ну, до этого что-то чуть покрупнее сошло. Не знаю, может быть, тоже щучка. Ну, прикольно, весело. Главное, весело.
Дело не в том, что рыбы наловить на самом деле. Так, отдохнуть. Выходной день на природке. Вон, видите, что творится, трава. Погода замечательная. Сегодня, кстати, последний день, когда такая хорошая погода. Завтра уже идет слом на похолодание. Поэтому, наверное, последние выходные такой замечательный, тихий, теплый. Сегодня обещали 22 градуса. Ну, где-то оно, наверное, так и есть. Ну, может, попрохладнее. Отлично. Ну и смотрите, рыбка начала поклевывать. Может быть, конечно, я там приехал-то часов. Ой, здесь кто-то под кустами плюхнул. Я приехал часов в 12, наверное, в первом. Может быть, просто не время было там. Но там и трава. Здесь все-таки есть периодически чистые проводки получаются. И вот, как правило, когда чистая проводка, вот тогда и есть поклевки. Друзья, еще одна поклевочка. И снова щуренок. Шнурки. А еще мельче. Совсем маленький. Наверное, этого года выпуска. Давай, малыш, беги. Беги, беги, беги. Поплыл. Классно. Совсем весело. Сколько уже? 3 поймали. Ну, радует то, что они тут есть. Может быть, разведутся. Но главное, что всякие электроудочники тут не шарились. А то было одно время. Хоть отстреливай, гады. Но здесь, правда, стало, да, теперь неприступно. Теперь в забродку не походишь вдоль берега. Но здесь еще, ну, опять же таки, без забродников. Там по кустам не пройдешь. Вот. Там уже не половишь. И сейчас вольготно, может быть, разведется. Кстати, там выше, вот где я заходил на косу, а туда еще чуть повыше, между этим местом и перекатом, где у меня хороший удар был, видел 2 плеска, прям такие хорошие плески. Не знаю кто. Щука, не щука, ну кто-то прям такой. Что я туда дальше прокидаю, а потом к машине буду возвращаться, может быть, там еще покидаю, если успею. Красота. Кстати, на это место мы уже ездим 3 лет, наверное, 35 где-то примерно, может больше. Поэтому я тут как бы все знаю, грубо говоря, каждую кочку. Ну, раньше знал. Только мы стояли на той стороне, вот там в сосенках. Потому что там дорога удобнее, подъезд. Ну, точнее, сначала-то мы сюда на лодке приходили. На Казанку у нас была с отцом Казанка. У отца, царство ему небесное. Вот. И мы как-то раз мимо шли домой, там в Верховье стояли, возвращались, остановились на том берегу в обед, пошли в лес, там лес недалеко, вот, и где-то за час набрали целый пакет белых боровых. Вот, вернулись на берег, нашли на берегу родник, и с тех пор сюда ездим. Классное место, но единственное, что с рыбалкой становится с каждым годом все хуже, 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 хуже. Но что ж поделать, загубили Волгу. Раньше тут ни одной травки не было, тут катера ходили до Ржева. Когда катера ходили, вот этой травы не было вообще. Я ходил в детстве по тому берегу.
в обычных сапожках, ну, маленьких, сколько мне там было, 10 лет. И прям вдоль бережка идешь и швыряешь. Вот тинка была, ну, вот так вот, метр от берега. Все, дальше все чистое было. Все дно было чистое. И вот идешь и прям вдоль этой тинки. Не надо было куда-то там заходить, швырять далеко. Вся рыба стояла под берегом. А сейчас уже без лодки, в принципе, особо делать нечего. Крупную рыбу очень сложно поймать, найти. Ну, добраться до нее. А здесь еще и камни, дно каменистое. Видите, зацепы. Здесь джигом тяжело ловить. Все поотрываешь. Ладно. Идем дальше. А я решил сменить на воблерочек покрупнее. Вот такой поставить. Это китайская копия. Не помню. На Раппл, что ли. Ну, с Алиэкспресса. Вот этот новый, еще не обловленный. А на один такой я так случайно заказал. На Алиэкспрессе. И где-то на пиросе мы стояли. Буквально я вышел. И за один проход там он меня поймал, не знаю, что-то больше десятка, по-моему, щук. Ну, они все не крупные были. До килограмма. Ну, прям вообще. Не знаю, может, в точку попал он просто. Может, жор тогда был, и все равно было на что клевать щукам. Вот. Но, к сожалению, в конце я его, соответственно, оторвал. За что-то он глухо зацепился. Вот заказал новый. С того же места. Вот хочу попробовать. Еще не облавливал его. Может, что крупнее попадется. Ребят, не поверите. На первом же забросе. Опа. Опа. Убежала. Первый же заброс. Вот это да. Причем я только что здесь кидал юзурика. Вот на которого ловил все это время. Обалдеть. Вот зашел туда на мель. Поставил этот первый же заброс. Щука. Ну, убежала. Вот тебе и китайский воблер. 100 рублей он, по-моему, стоит. Обалдеть. Друзья, смотрите, какая красота. Тишина, гладь. Солнышко уже заходит. Прокидал я китайца, вот этот участочек. Еще одна поклевочка была, ударчик. И все, и дальше он здесь уже начал цепляться. Поставил опять юзурика, которого ловил. Потому что дальше там уже мель, я смотрю, даже визуально видно. Ой, красота. Я дошел уже почти до нашего места, где мы всегда стояли с палатками. Вон там камушки на том берегу. Вот если так прямо смотреть. Тогда кустов этих не было прибрежных. Только сосны были. Сейчас все заросло. Вода на Волге не поднимается теперь по весне. Раньше почти до сосен, до тех, все заливалось весной. И, соответственно, все эти берега промывало как следует. Вот. И не давало этим всем кустам расти. А сейчас уже, я не знаю, я даже не помню, сколько лет. Весной всю воду сбрасывают. И все, здесь она не поднимается, не протаскивает, поэтому и тина это вся растет. Печально. Печально. Жалко, лето кончилось. Так его всегда ждешь. Оно оп, и закончилось. И ничего не успел. Столько планов. Кажется, 3 месяца долго. А по факту 3 месяца это 12 выходных. Ну, плюс там отпуск. Все. Ну что, друзья, прогулялся я. Больше поклевок не было. Солнышко заходит.
А мне еще вон до того поворота идти. Так что я сейчас поднимаюсь пешочком до машины. Она как раз напротив косы стоит, каменистой. Я вам говорил, где у меня поклевка была от Dayspinning. Я думаю, сейчас дотопаю до туда. Как раз солнышко сядет. Выйду на берег и буду слушать воду. Потому что судак такой, он когда начинает подниматься, начинаются всплески. Хотя бы один какой-то, два должны быть. Вот буду слушать, и, соответственно, если кто-то что-то где-то всплеснет, я тогда уже по темноте попробую покидать. Ну, в целом все неплохо. Сколько? 3 щучки поймал. 2 подержал. 1 поклевка. Прям что-то съедобное однозначно. К сожалению, не зацепилась. И еще, по-моему, 2 или 3 поклевочки было. Тоже такие безрезультатные. Вот. Так что в целом для нынешней Волги это очень даже хороший результат. Я очень доволен, что приехал, не стал оставаться сидеть дома. Ну вот, дошел я до машины. Как раз самый закат. И вот там вот, где тимка заканчивается, там коса, там была поклевочка. Сейчас я водички попью, дышусь. И пойдемте на берег ждать, придет судак или нет. Друзья, я тут решил поэкспериментировать с воблерами. И смотрите, что получилось. Это я, думал, на что судака ловить. Кто тут? Вот так вот. Я тут уже перекидал. Это уже 3-й воблер, который я прокидываю. И смотрите, щучка. Ух ты. Вот тебе на паузе. Я так аккуратно вел. Прикольно. Так. И днем же я здесь прокидывал сколько. Так, ну щучка вышла. Значит, мы будем ждать и судачка. Тихо. Отпущу. Ребята, она наевшаяся, похоже. Ну-ка, малышка. Давай, стартуй. Ой, в тимку. Стартуй. Все. Ушла. Бежал. Так. Ну, прикольно, значит, все-таки сюда рыбка выходит покушать. Ну что, осталось судака дождаться. Щучка-то до ночи. Сейчас солнышко спрячется, щучка пойдет спать, я думаю. Ну, прикольно прям. Вел, паузу сделал, прям вообще не играл в воблер практически. И бах! Такая отчетливая поклевка классная. Ну что, друзья, вот и наступает вечер. Точнее, солнце уже село. Не знаю, как камера передает. Может быть, уже темно. Я, значит, воблер подобрал, который здесь проходит, который не цепляется. Пока подбирал, как вы видели, щучку взял. Вот теперь сижу, жду, когда начнет подниматься судак на перекат. Ну, если, конечно, он здесь есть, и если он начнет подниматься.
слышу всплески, выйду на воду и попытаюсь что-то поймать. Ну, уже не знаю, в темноте. У меня фонарик, конечно, с собой есть, но на воде, сами понимаете, и фонариком, и камерой, и спиннинг это будет нереально. Поэтому ждем. Ну, я думаю, наверное, тогда будем прощаться с вами. Вот, если уже что-то будет интересное, я, соответственно, покажу как-нибудь там с фонариком, по крайней мере, результат. А так, до новых встреч. Классный был день. Спасибо, что провели его со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся на рыбалке. С вами был Вадим. Пока.